Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня уже 24 число. И не буду говорить о том, что давно не подключалась, потому что и так понятно. Вот. Ну, хотя, может быть, кто-то и не заметил этого. Но сегодня решила быстренько подключиться, потому что, ну, начну с того, что думала, что YouTube заблокирует и уже нельзя будет загружать видео. Поэтому, как бы, ну, не было настроения, а сейчас что-то подумала, наверное, буду снимать, пока его не закрыли. Вот. Потом подумала, ну ладно, недельку погорюю, потом сниму видео о готовых работах. Ну, в общем, получилось так, что у меня купили игрушечки, которые у меня в наличии, и у меня просто не будет возможности их уже показать. Я решила начать снимать вязовлог. Вот. Ну, так, настроение поднялось, конечно же. Я думаю, у всех настроение поднимается, когда покупают игрушки. Итак, хочу начать с вот этих вот малышей. В предыдущем вязоблоге я показывала, что начинала вязать, но они у меня были не закончены. Вот такие вот две уточки Лала Фанфан связались. Спасибо огромное Кате за то, что подарила мне такой мастер-класс. Спасибо тебе огромное. Уточек у меня уже купили. Вот. Кстати, я сделаю поправочку, то что мастер-класс мне не просто передаривают, а присылает автор на почту. Вот. А то подумайте, что мне просто люди пересылают платные мастер-классы. Нет, все по правилам, все как должно быть. Вот. Такие малыши, девочка и мальчик. Я вязала их из тоненькой ниточки, которая 85 метров на 100 грамм ярнард. Ох, ну, в общем, забыла название, я вам подпишу. Вот, вязала с такой ниточки, только вот клюв вязала из Газал Бэби Катон. Вот, ну, такой интересненький, не просто там схема с прибавочками, интересненькая. Немножко они какие-то у меня такие, что ли, злые получились или недовольные, не знаю. Ну, знаете, какой-то взгляд у них. Но заказчице понравилось, и рост их получился 15 сантиметров. Вот девочка немножко так поменьше получилась, буквально там на полсантиметрика. Вот, и такие игрушечки я продала за 600 рублей. Не знаю, много ли, мало, но, в общем, неважно. Я же их не на заказ вязала, а они у меня уже были. Щечки я вязала из софти. Вот. Я просто не додумала взять розовую пряжу, еще вот такую вот плюшевую. Ну, я думаю, из софти тоже хорошо смотрится. Так, это были мои такие первые готовые работы, которые я доделала. У меня, кстати, есть еще те, которые я не доделала. Просто их не собрала. Далее я показывала, что вязала зайчиков по своему мастер-классу. Он у меня, кстати, выставлен в группе ВКонтакте. Я закрепила прямо на главную страничку, потому что, ну, часто спрашивают. Еще есть в Инстаграм, но я больше в Инстаграм не захожу. Ну, там, иногда мне приходят оповещения, да, какие-то сообщения пришли. Но чтобы зайти, нужно там VPN включить, зайти. Поэтому, ну, раз в день, может быть, захожу, и то просто вот посмотреть, кто там что написал. А так стараюсь вообще не заходить. Не вижу в этом смысла. Она плохо все работает. И, как сказать, запретили, знаешь, запретили. Все, не будем нарушать. Вот. Будем ждать, пока откроется другой Инстаграм. Росграм или как-то так. Вот. В общем, довязала и собрала зайчиков. Вот такие вот малыши. Это я вязала из вот такой вот ниточки. Да. Ну, кстати, неплохая нитка из фикс прайса. Вот. Хорошие малыши получаются. Одному белки вышила, потому что у него глаза топорщились. Ну, я в предыдущем ролике рассказывала, что глазки не так ставила. А вот эти вот оставила так. Дело в том, что когда вот этим вот вышивала белки, то оно плохо ложилось туда, и
я так посмотрела, мне кажется, вот так он получше смотрится, чем вот так. Тут как будто такие глаза выпученные. Вот. В общем, связала я вот этих два. Так. И у меня же еще были зеленые ниточки. И я связала еще вот таких вот два зелененьких. Причем, вот видите, я здесь носик беленьким вышивала. Здесь я тоже вышила белым, но смотрелось оно как-то нелепо. Я это все обрезала и вышила вот такой вот розовенький носик. И теперь получше смотрится. Возможно, кто не знает, скажет, что вот какие зайчики, все прекрасно. Но здесь есть небольшой косяк. По моей задумке, зайчики должны были быть вот такие. У него одна ручка должна была быть с полосочками и вот ушко с полосочками. А второй зайчик обычный, вот такой вот, чисто розовый. Но когда я связала ушки, ручки, все, когда я уже начала эти ушки пришивать, я почему-то одно ушко сюда пришила. Вот. Ну и получился у меня один с ручкой полосатой, не знаю, как забинтованный, раненый, не знаю, а другой с ухом. Ну вот с ушком как-то еще, ну, хорошо смотрится, да, как бы ушко и ушко полосатое, ничего страшного. А вот этот как-то странно выглядит. Ну, уже как есть. Я не стала вязать еще одно ухо, там пришивать. Уже, думаю, пришила, так пришила. Вот. Я думаю, они так хорошо смотрятся, особенно если их вот так вот четвером положить. Вот. Кстати, солнышко выходит, и освещение портится. Хотя должно, по идее, быть наоборот. Я бы, наверное, повязала еще таких зайчиков, если бы у меня были какие-то другие расцветочки. Но я ходила в фикс прайс, там других нету. Вот у меня есть белый, но... Ну, кстати, может быть, он не совсем такой белый. Он, наверное, больше молочный. Даже не знаю, может быть, даже и вот такого свяжу. Почему бы и нет. Ну, в общем, мне просто не нравится, и нитка мне понравилась. И вот у меня еще лежат вот такие вот синие, да, такие. Ну, зайчика я в таком цвете, конечно, не вижу. Он слишком темный будет. И я вот все на эти ниточки смотрю, и мне очень хочется пингвина связать. Ну, конечно, пингвины сейчас не в тему, но, может быть, я все-таки его свяжу, и пусть он у меня лежит до зимы. Вот. Потому что, ну, пока вот что-то хочется связать, надо это вязать. Потому что вот этот, так сказать, запал, вдохновение, оно может пропасть. Вот. Такой красивый цвет, мне нравится, но не заяц это. Так, и еще покажу тоже две готовые работы. Это вот такие вот авокадики. Кто давно на моем канале, тот видел, что я вязала подобных авокадиков только из хлопка. И из софти вязала. Они получались маленькие, ну вот такие вот буквально малыши, брелочки я делала. А тут вот специально купила 2 мотка пряжи, чтобы попробовать вот такие вот связать. Но единственное, что я связала по-другому косточку, ну, так сказать, от себя, да. Сделала здесь прибавочки и несколько рядов, 2, по-моему, так сказать, в глубину, да, связала, чтобы она вот так топырщилась. Одна немножко кривовато пришита. Ну, в принципе, это типа так задумано. Я ему и рот на бок пришила, вышила точнее. Вот. Такой вот авокадик. Я повешу еще карабинчик. И вот этих вот малышей мне тоже купили. Но я им поставила недорогую цену, 250 рублей. Несмотря на то, что пряжа дорожает, я все-таки решила, что... Ну вот смотрите, я моточек взяла, например. Ну пусть сейчас вот моток 250 рублей стоит, да. Я уже 2 авокадо связала, а моток у меня еще... Ну тут много получится. Я, кстати, когда их свяжу, потом скажу, сколько получается вот из 2 мотков. Вот. Глазки здесь такие кавайные, или как их там
Ну, в общем, неплохие. Кстати, что хочу сказать, я же вязала это из пряжи вот такой вот Woolens Bunny Baby, да? Ну, как-то так. Я не мастер чтения на английском, потому что в школе учила немецкий. Да, вот. И я, кстати, вот недавно наткнулась на видео, где прям говорили, такая плохая пряжа, там все такое. Вот, что хочу сказать. Она не такая уж и плохая, и, скорее всего, это зависит от цвета. Потому что вот этот вот моточек у меня, так сказать, слазил немножко пушок, да, при вязании иногда. Ну, вот какие-то части были неравномерные, и они выбивались. Вот. А вот этот вот, который потемнее, очень хорошо вязалась и нигде ничего не вылазило. Но она, кстати, помягче, чем вот это. Ну, на ощупь совсем другая. Так что, ну как, вполне можно вязать игрушки. Вот, смотрите, я думаю... Ну, тут наполнитель. Это я перед отправкой все проверю. Вот, ну, как бы петли равномерные такие, ничего не выбивается. Я думаю, что вполне можно вязать. Вот. Ну, я все равно ее извяжу, потому что там одно видео было, прям человек очень плохо отзывался о пряже. Но я считаю, что это просто от цвета зависит. Вот. Такие малыши. Так, давайте, наверное, это уберу и покажу. У меня еще есть пара процессиков. В какой-то день у меня был прям большой такой запал, и я практически 2 основы для игрушки связала. Помните, я делала списочек, что мне нужно связать. Вот, и у меня давно еще купили лисичку на полочке, а взамен я так и не связала. В общем, не знаю, чем я занималась, но как-то руки до этого не дошли. Поэтому я связала еще заготовочку на лисичку. Все у меня уже здесь готово. Вот, все запчасти есть, но не собрала. Это у меня сейчас какая-то, не знаю, нездоровая история. Я хочу вязать, но не хочу ничего пришивать. Вот. И так как мне не хотелось пришивать ничего, я связала новенькую основу для единорожки. Вот такую вот розовенькую из 20 или 36 цвета. Я не помню, я их путаю. Вот, глазки здесь такие. Все пришила, кроме мордочки. Ну, просто, чтобы мордочка не испачкалась. И вот пока я ездила к маме на выходные, то у меня связалось вот только немножко гривы. Больше ничего не вязалось. Вот такая интересная расцветочка получается. Это у меня Yarnard Jeans Crazy. Вот. И здесь я набирала не 50 петель, а набрала 45. Я хочу сделать так, чтобы у меня моточка хватало на 2 единорожки. Я обычно вывязывала, ну, практически моток. У меня большая пышная такая шевелюра получается. И на вторую единорожку у меня там, ну, не хватает. А этот раз я решила, ну, прям поделить по 25 грамм и связать вот гриву такую. Пусть она будет немножко, ну, так сказать, менее пышная. Вот. Ну, в общем, это все уляжется потом. Ну вот, я смотрю, даже вот так вот уже, в принципе, хороший объемчик получается. Мне здесь вот как раз рядочек нужно довязать. Буквально, не знаю, тут раз, два, три, 4 локона, наверное. Вот, таких еще 4 локона здесь будет. И думаю, будет неплохо. Вот. Будем, так сказать, в целях экономии пореже гривушку вязать. Цены растут, и чтобы, ну, не завышать цену на игрушки, будем чуть экономнее вязать. Вот. Такие у меня процессы. У меня еще в процессе также лежит зайчик, белочка и мишка. Они совершенно не продвинулись. Я не знаю почему, я начну, но не знаю когда. Вот. Ну, кстати, вот вчера за целый день я связала только
Сколько у меня тут? 6 мордочек для котиков. Вот, у меня нет в наличии котиков. Нужно будет связать. Кстати, вот тоже не знаю, сейчас пряжа же подорожала. Наверное, котик будет не 300, а хотя бы 350 поставлю. Ну, все-таки моток пряжи теперь не 150, а 250. Вот. Так что такие вот дела. В принципе, больше у меня ничего интересненького нету. Кроме того, что вот получила я посылочку с глазками. В этот раз подольше шли. Но я, как вот только начались вот эти вот всякие проблемы, скачки с долларом, я сразу взяла вот всех по 100 штучек. 7, 8, 9 и десятку 10 миллиметров. И еще вот взяла пачку карабинчиков. Кстати, в прошлый раз я покупала карабины, были 250-270 рублей за 100 штучек. А вот этот вот пакетик я уже взяла за 453 рубля. Ну вот на сегодняшний день я специально заходила посмотреть. Сегодня вот 24 марта, и курс доллара падает потихоньку. И уже там буквально на 25-30 рублей вот эти вот карабинчики дешевле. Ну и также глазки там тоже на 20-23 рубля подешевле стали. Ну, как говорится, скупой платят дважды. Ну, в принципе, 20 рублей мелочь, но все равно, если бы очень много брать, то это, ну, деньги, в общем-то. И, знаете, вот хочу показать вот эти вот, сколько здесь, 8, да? Ну и вот эти вот все пакетики, они вот так шелестят. А вот эти вот десятки, они тарахтят, как будто они стеклянные. Прям интересно, чего они так. Знаете, как из другого металла. Ой, металла. Из другого какого-то материала сделано. Вот. Вот такой вот, в общем-то, у меня уловчик. Я, кстати, переживала, что они не придут. Очень долго не отсылали. Но, кстати, в этот раз заказ пришел не в 5, а на Сбер логистику. В общем, просто пошла там в ячейки, ввела код и, ну, забрала посылку. Это, кстати, очень даже удобно. Не надо ждать там кассира на кассу, либо там на почте в очереди стоять. Вот через Сбер логистику мне сейчас больше всего понравилось. Но шло долго, но я думаю, это все из-за вот этих вот событий международных, так сказать. В общем, на этом буду заканчивать свой вязовлог. Больше ничего у меня интересненького нету. Наверное, вязовлог получился коротенький, но какой есть. Нечего показывать, нечего рассказывать. Как-то так. Вот. В общем, всем огромнейшее спасибо за то, что меня смотрите. Также огромное спасибо тем, кто подписался на Яндекс.Дзен и смотрит меня там. Вот. В общем, всем огромнейшее спасибо и всем пока. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite
face of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you So tell me, oh, will you believe? 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 So tell me, oh, will you Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness too